Я люблю Европу. В Америке мне тоже интересно всегда с людьми. В Коста-Рику я бы, пожалуй, вернулась еще. Я получила огромное наслаждение от этой страны. Но там вулканы, и под вулканами есть минеральные источники, в которых можно купаться. Там говорящие попугаи, они совершенно огромные, показывают такое шоу. Там реки с крокодилами, по которым плывешь, а вокруг деревья растут с какао-бобами. Там великолепные плантации кофейные. Там есть такие горы. Она очень маленькая страна, и по ней интересно перемещаться. Мне доставило наслаждение Новая Зеландия, когда мы тоже перелетали с острова на остров и спускались в вулкан, в котором все умирают. Это было так страшно, потому что надо было обязательно с каской идти, там горячо, с такими подошвами, в специальной экипировке. И почему там было страшно? Потому что если ветер бы изменил направление, подул в нашу сторону, мы бы очень быстро отравились этим газом, и все. С нами вместе поехали ученые, потому что они говорят, что в течение месяца не было такого ветра. Но благодаря ритмологии всегда можно направить ветер куда необходимо, и поэтому ученые с удовольствием спустились, взяли все пробы этого вулкана, и мы пошли обратно. Я вообще люблю экстремальные разные вещи, экстремальные путешествия. Обожаю Антарктиду. Я, пожалуй, еще бы с удовольствием раз оказалась на Южном полюсе. При этом получила тоже огромное наслаждение, когда мы входили на старую станцию, на новую станцию. И само вот ощущение, что ты стоишь на самом пике Земли. На Северный полюс я, пожалуй, уже не очень хочу, потому что, когда я провела экспедицию для института, то мне как-то этого хватило, тем более там было не первый раз, да, на полюсе. В свое время я ездила в Антарктиду регулярно, каждый год. Я ездила в Антарктиду смотреть на льдины, на пингвинов. И каждый раз это были совершенно разные экскурсии и разные экспедиции. Мне интересно было посмотреть, как люди обустраиваются, чем русская станция отличается от станции индусской. У них разные женские портреты. Там же одни мужчины живут. И получается, каждая комната оклеена женскими портретами. У русских русскими красавицами, у индусов индусскими красавицами. В этом разница, остальное все одинаково. Или когда мы забирались, допустим, в заповедники перуанские, потом чилийские заповедники. И, конечно, там, если с учеными, это вообще в таких жутких условиях мы там находились. Но было очень интересно посмотреть что-то этакое, куда никакого человека другого не допускают, и только ты здесь. И это, ой, а как было в Африке-то страшно. Там же, когда ты берешь фонарик, и прежде чем спустить ноги с лежанки, смотришь, нет ли там змеи, не заполз ли там скорпион и так далее. И когда это все ползает, кишит, и этого всего столько, что потом, приехав из Африки, я еще долго вздрагивала. Мне все время казалось, что кто-то ползет, даже зимой. Я подумала, какие счастливые люди, у которых есть зима. Потому что есть время, когда никто не поползет. Это просто снег, это просто поземка, это просто пакет какой-то летит и шуршит. Это не опасно. Но мозг все равно выдавал внимание, внимание, внимание. То есть там таким внимательным становишься невозможно. Но с другой стороны, как же не полюбоваться бегемотами или крокодилами, как же не полюбоваться жирафами. И, конечно, бывают очень странные такие путешествия, когда на лодочке, которая алюминиевая, маленькая лодочка, и вдруг с одной стороны стадо бегемотов выплывает, а с другой стороны крокодил прыгает. И только сейчас понимаешь, что ты такая песчинка, что вот это стадо бегемотов сейчас поднимет эту лодочку вместе с тобой. И не будет больше ни тебя, и ни лодочки, и ничего не будет. Вот этот миг, он, конечно, запоминается на долгие-долгие годы. Вот уж где выплеск энергии. Но сфотографироваться мы не успели, потому что при таком выплеске энергии не до фотографий, конечно.